У 900 GS лучшая настройка подвески в классе, самая расслабленная посадка в классе, отличная динамика, очень хорошо рулится, один из самых легких в классе, отличный свет, гуманный ценник и так далее, и так далее. Прекрасный мотоцикл, я почти влюбился, но есть там пара ложек дегтя. Например, у Гуся совершенно чудовищная, а впрочем, сначала немного о том, что не так было с 850 GS. В 2000-х появился 800 GS. Для своего времени отличный комфортный мотоцикл с передовой электроникой, хорошим мотором и баком под седлом, занижающим центр масс. Да, чрезвычайно мягкий даже при полностью затянутых регулировках и даже в версии с ESA подвеска валкая, но почти все в то время страдали тем же, Гусь не выбивался. Мотоцикл производился больше 10 лет, но худо-бедно оставался конкурентоспособным. В 2018 году пришел 850 GS. Мотор китайского производства Байк внезапно сорвался с диеты и стал тяжелее 1100 Африки, хотя уже пошла мода на облегченные мотоциклы типа Tenere и KTM 790. Бак еще и перенесли наверх, задрав центр массы. Венчает все это безобразие самая валкая подвеска на Тур-Эндуро последних лет. Это не как в случае с Африкой, где есть возможность хоть как-то подстроить под себя. У Гуся просто устаревшая дешевая вилка без регулировок, при том, что за байк просили премиальную цену. Плюс в этом поколении были более комфортные мотоциклы типа Tiger 900 и позже Desert X. Нельзя выпускать мотоцикл 20 лет с косметическими изменениями, поэтому я и ругал Гуся, поэтому у среднекубатурных гусей доля в классе сильно просела. Сейчас наперебой об этом говорят, а я 4 года был хейтером BMW. Новому Гусю при таких вводных несложно стать лучше. Например, самое главное изменение — просто поставили правильную подвеску на уровне Тигра и Desert X. Только на GS, скажем так, более универсальная. У 890R и Norden Expedition грубая для техничной езды по бездорожью и все. При езде в стиле школы мешка не хватает комфорта. Похожее у Туарега, у остальных Тур-Эндуро меньше 900 кубов, все проще. У базовой Африки самая комфортная подвеска, но мягкая для асфальта. У Desert X хорошо, но невозможно воспринимать подвеску в отрыве от специфичной геометрии, за скобками. У Tiger 900 Rally диапазон сдвинут в более мягкую зону при большей длинноходности. Тигр шире по диапазону на бездорожье, зато проигрывает на серпантинах. И там Шоа. Выбирайте, что хотите, заработает все равно Honda. Если субъективно, как бы я накрутил подвеску, для меня подвеска 900 GS лучшая в классе. BMW поймали баланс, когда и валкости нет, и достаточно хорошо на дырявом асфальте или камнях. И у Гуся настоящий диапазон регулировок, можно подвеску затянуть до дерева. Понимаете, да? Из худшей подвески вчера в лучшую сегодня. И это речь про базу, есть более навороченная подвеска в пакете Enduro Pro. Воспринимайте подвеску из Enduro Pro как расширение диапазона преимущественно на бездорожье. Если можете себе позволить, берите. Но если не умеете быстро ехать по техничному бездорожью и хотите сэкономить, базовой хватает с избытком. Мотор 4 года стоит на 900R и XR, и к XR у меня были вопросы. BMW относит XR к спортивным мотоциклам с седлом-ковшом, коротким стеклом и так далее, но с низовой двушкой, где пик момента на 6500, хотя на тесте Cycle World пик на 4000 с копейками. Это не динамика спорт-туриста, а вот для Тур-Эндуро – да. Более верховые моторы типа KTM и Desert X наверняка быстрее в разгоне от сотни, но мне кажется, для Тур-Эндуро важнее, что внизу. 900 GS там лучше, гладкий, без ощутимых провалов. Внизу не чихает, очень комфортный и в пробках, и на бездорожье. Очень удобно контролировать тягу в натяг, когда подъем с места или ловишь момент на скользком подъеме на сликах. Гусь контролируется на пятерку. Дело не только в том, что мощность на 10% выше, чем у 850 GS, гораздо сочнее низкий диапазон оборотов. К тому же новые легче, в итоге больше остроты, особенно на моменте сдергивания с места. Разница как при езде с пассажиром и без. С точки зрения Тур-Эндуро к динамике докопаться не могу. И да, лучше, чтобы мотор активнее реагировал на ручку газа, но кто же вам даст? В базе нет ни Dynamic, ни Enduro режимов, это же BMW. Покупаете мощный внедорожник, но не можете ни резко крутить мотор, ни отключить ABS сзади, пока не заплатите кванту еще 200 евро ни за что. Посыпьте шутками про подписку и руль в опции по вкусу. Если серьезно, цена в Европе достойная, пока нет нечестной игры с пакетами.
Tiger 900 Rally и Desert X дороже в той же комплектации. В похожем оснащении даже 890R окажется дороже. По цене может соперничать Norden Expedition, и то если вы мечтали о мягких сумках. Если оставить только полноценный Tour Enduro с круиз-контролем, дешевле либо Touareg меньшей кубатуры, либо китайский KTM 790. И есть еще китайский Voyage 900 DSX с тем же мотором, который в сопоставимой комплектации почти в 2 раза дешевле BMW. Да, тяжелее, да, копирует старую платформу, да, подвеска заметно короче, но цена. Я не раз говорил, что с современной подвеской и демпфером руля все, кроме Desert X, стремятся к определенному балансу. Современные Tour Enduro острее. Предыдущие баварцы компенсировали мягкую подвеску тупостью. Сейчас в этом нет смысла. Для меня не стало неожиданным, что у ГС стала острее геометрия, как только перешли на адекватную подвеску. Плюс переработали эргономику явно для большего упора на бездорожье. Руль выше, подножки ниже, немного другое седло, которое теперь залезает на бак и бережет драгоценности. Звучит замечательно, пока не узнаешь, что у гуся чудовищная... О, пока не забыл, хотите немного уличной магии? Это точки. Руль, седло, подножки. Чем ближе точки друг к другу, тем более скрюченная посадка. Наглядно видно, почему на 890 и Нордене с высоким ростом через пару часов хочется выкинуть или колени, или мотоцикл. Чудес не бывает. КТМ самый низкий по седлу с очень высоким клиренсом и подножками ровно под седлом. Очевидно, высоким некуда деть ноги. У ГС теперь самая расслабленная посадка в классе. При том, что у большинства моделей изначально нет проблем для высокого роста, это не малокубатурники. Это важно даже не для меня, а для двухметровых. Переработали органы. Массивные подножки, лапки с шикарной регулировкой под любой рост и размер ноги, и лапки переставили под другим углом с акцентом на стойку. Чтобы вы не сразу догадались, что мне заплатили, могу придраться, что ступни на подножках не совсем вплотную к мотоциклу, но это мелочи, сущие. Можно еще поругать торчащие кронштейны пассажирских подножек, если скрыть, что они откручиваются. Короче, на бездорожье нареканий нет ни по подвеске, ни по гео, ни по эрго. Для людей с низким ростом все не так радужно. В стоке мотоцикл ощущается выше предка, да и выше большинства конкурентов. Нюанс вот в чем. Да, седло немножко выше предыдущего, но это не главное. В среднем конкуренты мягче и длинноходнее, а у гуся амортизатор короче и жестче большинства, в итоге байк просаживается меньше. Плюс у гуся не особо узкое седло спереди, поэтому в реальности он воспринимается очень высоким. Скажем, в правильной настройке подвески я едва достаю ступнями до земли без запаса. Если перетянуть, стою только на носках. В опции есть заниженная подвеска, которую не видел, но судя по инструкции, там опять нет регулировок вилки. Есть подозрение, что это остатки заниженной подвески предка. Во-вторых, есть заниженное седло, обещают обрезание на 35 мм. Скорее всего, будет совсем плоское седло с жесткими боковинами, и из-за широкой передней части все равно не идеал для низких. 900 GS подсел на Озимпик. Чисто формально это самый легкий Tour Enduro в классе на уровне с KTM 890, но не надейтесь, что гуся нужно привязывать, чтобы он не улетел. Далеко от байков типа Touareg или Трансальпа. У KTM бак больше по объему, в сухом виде он легче гуся. Львиная доля снижения веса – это переход на пластиковый бак, на литий-ионный аккумулятор, облегчение хвоста с подрамником, морды выхлопа, а Крапович сразу в стоке. Все это на самом верху байка, поэтому 900 GS не только на 14 кг легче, опустился центр масс. Однако из-за того, что мотоцикл по факту очень высокий, на кардинальную разницу не надейтесь, ощущается просто как большинство 900-ок. Пора заканчивать тянуть гуся за клюв и рассказать всю правду о мотоцикле, не будем тратить ни секунды. У гуся совершенно чудовищная Формула X, мегацентр на юге Москвы с мотоциклами, квадроциклами, лодками, прицепами и, конечно, с большим количеством магазинов, экипировки и аксессуаров для себя и байка. Плюс в Формуле есть мотосервисы и замечательная кафешка. Все нужное в одном месте, а из-за внутренней конкуренции магазинов в Формуле всегда хорошие цены и широкий выбор. Самое крутое в том, что Формула X широко поддерживает мотоспорт и блогеров, что в свою очередь дает возможность последним чаще выпускать контент. Да, можно блогерам напрямую задонатить и перчатку купить где-то еще, но уже просто придя в Формулу, вы поддерживаете работу любимых мотоблогеров. Увидимся в Формуле. Давай свою фразу!
Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор BMW F900 GS. Во-первых, все еще ужасная коробка и квикшифтер. С первой на вторую и со второй на третью вы просто не будете переключаться квикшифтером, если ездили на нормальном мотоцикле. Плюс рычаг сцепления с лапкой избыточно тугие, но это мелочь, сущие. Если ездить спокойно до 130, с точки зрения вибраций пойдет. Держать 150 это на шестой возле 6000 оборотов. Уже неприятно, дальше еще хуже. Терпимо, просто неприятно, и в зеркалах на магистрали двоится. Тоже не самый большой грех мотоцикла. Главный вопрос у меня, как ни странно, к расходу. В поездке средний расход болтался на 7, но допустим, что я ездил как сатана. До этого на Африке я ездил быстрее, потому что ее ужасное стекло гораздо лучше, и букву 7 на барабане не видел ни разу. Но допустим. Как-то возвращался поздно домой по магистрали, дай, думаю, замерю средний расход. Со сбросом расхода метра, как положено. Смеркалось. Держал постоянный 150, расход 7. Стемнелось. Перешел на 125 км в час. В районе 6 литров, что я подтверждал замерами в другие дни. Как-то перебор. Замедлился до сотни, и вот они, 4 литра с копейками. Так вот для какой скорости покупают форсированный 900-кубовый мотоцикл. Причем в байке я уверен, это дилерский аппарат, прошедший 1000 километров сотрудниками в режиме обкатки. Специально ждал, и я первый, кому достался мотоцикл после первого ТО. Никакие отговорки насчет масла и воздушного фильтра невозможны. Ездил без кофров, давление в шинах тоже проверял, ветра не было. Проверил по сайтам с отчетами по среднему расходу 900R и XR, у людей средний расход ближе к 6 литрам. На тех же сайтах у Тигра 5, у 890 4,5, только у них и баки ощутимо больше. Поэтому я так вцепился в расход, невероятно мелкий бак. На новом официальный расход ВМТС выше, что очевидно при увеличенном диаметре поршней, а объем бака меньше, хотя у 850 ГС тоже был уменьшенный бак относительно 800 ГС. Вы можете спорить с моими замерами, но бесполезно спорить с единым тестом. У 900 ГС самый низкий официальный запас хода из всех полноценных турендуро с данными ВМТС. Странно, что эту модель не назвали эспрессо. По факту ВМТС это скорее городской тест, расход на магистрали у гуся значительно выше расчетного и запас хода крошечный. Только опускаешь визор, выезжая с заправки, половины бака уже нет. Я столько за всю жизнь не заправлялся, сколько на тесте гуся. Мне такой класс нужен только для путешествий, и в путешествии люблю сочетание свободы и одиночества. Чем дальше забрался от поселений, тем интереснее, а гусь занимает мысли заправками. Раньше это решалось в версии Adventure с увеличенным баком, а 900 GS Adventure это просто старый новый мотор в старой платформе 850 со всеми старыми недостатками, кроме подвески. И эргономика с геометрией от старого, и бодипозитивный Adventure не то что легче предыдущего поколения, он еще тяжелее стал. Ни в коем случае Adventure нельзя покупать, это дорогой устаревший поливок от BMW. Только надежда на дополнительные баки от сторонних производителей. Стекло слишком низкое для трассы, через полчаса не только визор в мошках, но и камера на подбородке. Это ненормально. Выученная беспомощность в действии. Я перестал протирать визор на заправках, потому что он чистый буквально минут 20, дальше все равно загажен. И быстро ехать долго некомфортно. Нужно избыточно сопротивляться давлению воздуха, устают шея и плечи. А в дождь в грудь дует потоком холодного ветра, все проклянете. Можно поменять стекло? Конечно, только продают образ раллийного байка, а потом одни страдают ради внешности, другие мучаются, что их байк с новым стеклом и дополнительным баком оскуфился и уже почему-то не самый легкий в классе. Истоковое седло, вероятно, худшее в классе. Успеваешь устать до того, как закончится бак, а это невероятно сложно. BMW не для того комфортные опциональные сиденья делает, чтобы их никто не покупал. Гуся вообще не получается назвать полноценным премиумом типа Ducati или Triumph. Для понимания масштаба Краилова достаточно отметить, что это единственный мотоцикл в своем бюджете с простенькими двухпоршневыми суппортами. Ругать байк вообще не хочу, потому что в мотоциклах ценю, как точно все настроено и сочетается друг с другом. 900 GS прекрасно сбалансирован по технике, но это полуфабрикат. Чтобы на нем в радость путешествовать, а не по городу кататься, нужно аксессуарами облепить. Гипотетическими, потому что сторонних баков пока нет.
К тому же, лично я не очень понимаю, зачем так страдать, если в этом же классе есть Tiger 900 Rally, который из коробки и комфортнее, и мотор с коробкой еще лучше настроенный, и тормоза топовые, и запас хода взрослый. Не настолько он и дороже в конце концов. С другой стороны, дилер Триумф есть не у всех, и большинство покупают мечту о странствиях, а не путешествуют. А все перечисленные минусы актуальны только для путешественников. Большинству оно и не важно. Не идеальный, но все же очень хороший мотоцикл. Как тебе, гусь? Напиши комментарий, не трусь. Утекай, ла-ла-лай. Нужна поддержка на Патреоне, чтобы было больше обзоров в сезоне. Утекай, ла-ла-лай.